Сегодня мы поговорим о том, насколько мы уязвимы для коронавируса и вообще для любого вируса. Конечно, сейчас новости вселяют в людей панику насчет этого вируса. Заголовки полны домыслов и вгоняют людей в страх и беспокойство. Сразу хочу предупредить. Ничто, сказанное в этом видео, не является средством лечения от этого вируса. Оно основано лишь на моем мнении, и я приведу ссылки на кое-какие исследования. Я не пытаюсь продать вам витамины или вообще какие бы то ни было средства. А теперь давайте рассмотрим эту интереснейшую тему. Представьте себе, что кто-то чихает. Около 20 тысяч микрокапель, содержащих вирусы, распыляется по воздуху. Именно так и распространяется вирус. У вируса нет ни крылышек, ни ножек. Ему нужно быть исторгнутым в воздух, ему нужен прямой контакт. И при попадании на поверхность тела он должен как-то проникнуть внутрь. Определенные вирусы нацеливаются на определенные ткани. Вирус можно представить как теннисный мячик с маленькими шипами. И эти шипы притягиваются к тем или иным тканям в зависимости от типа вируса. Коронавирус стремится попасть в легкие. Итак, он попадает в легкие и делает свое дело. Латинское слово «вирус» означает «яд». Вирусы есть везде. Эта биологическая форма распространена больше, чем любое другое существо на планете. Всего 1 литр морской воды содержит более 100 миллиардов вирусов. То есть вопрос лишь в том, насколько мы уязвимы для этого вируса. Цель вируса — внедрить свою ДНК или РНК в клетку носителя, то есть вашу, для копирования, чтобы он мог продолжать существовать. ДНК и РНК — это просто генетический материал. Вирусы не способны ничего сделать без носителя, без вас. Они не являются ни живыми, ни мертвыми. Они потенциально могут действовать, как будто они живые, и наносить серьезный урон. Если посмотреть на клетку, вот клетка, и на вирус, и масштаб, разумеется, не соблюден, вирусы имеют очень-очень малый размер. Некоторые вирусы в 44 раза меньше бактерий. Вирус проходит 5 стадий. Во-первых, он прикрепляется к клеточной стенке. Надо понимать, что иммунитет охотится на этих паршивцев и пытается их убить. Если мы уязвимы для вируса, то вирусу намного легче прикрепиться и проникнуть сквозь эту клеточную стенку. Интересно, что у некоторых вирусов есть такая защитная оболочка, которую они берут из нашей клеточной мембраны и закрываются ею. По сути, они воруют ее и прячутся под ней, чтобы не быть замеченными, чтобы иммунитет их не нашел. Итак, они прикрепляются, проникают внутрь и направляются к центру клетки, к ядру. В них самих нет ничего, что могло бы прочитать их программу. Допустим, у вас есть компакт-диск, небольшой круглый диск, и вы хотите послушать музыку. Вы не сможете послушать музыку без CD-плеера. Вам нужно устройство для чтения диска. Так вот, у вируса нет такого устройства, и он использует ваше. Все, что у него есть, — это диск, то есть ДНК. И, конечно же, он не будет проигрывать музыку, он будет делать свои копии, как на копировальном аппарате. Итак, он проникает в клетку, поражает ядро и захватывает ваш копир, своего рода ксерокс. И тут же начинает размножаться очень быстро. И это мешает вашему организму использовать этот копир. То есть организм больше не может копировать собственные клетки. Это плохо. Итак, стадия самокопирования, затем стадия сборки. Вирусы захватывают клетки, изменяют свою структуру, чтобы затем выйти из клетки и скрываться от иммунной системы. Вот что они делают. Затем они выходят из клетки, и когда это происходит, клетка обычно умирает. Некоторые вирусы находятся в спящем состоянии. Оно называется латентным. Они просто сидят на месте, ничего не делают и ждут, и ждут, и ждут. Когда вы состаритесь, когда вы ослабеете, начнете испытывать дефицит нутриентов, когда вы будете в стрессе, и тогда они выходят. Именно поэтому так много людей попадают под вспышку вируса при стрессе, ведь эти вирусы в них были спящими. У некоторых вирусов есть интересное свойство. Они активируют гликолиз. Это высвобождение сахара.
Это интересно. Я вернусь к этому чуть позже, но сейчас упомяну один момент. Я читал в одном исследовании, ссылка будет в описании, что снижение метаболизма глюкозы ослабляло вирус гриппа при лабораторных тестах. Это очень любопытно. Итак, уязвимость. Есть несколько факторов, которые делают нас уязвимыми или незащищенными перед любыми вирусами. Возраст. И как ни крути, старение никак нельзя остановить. Так что зачеркнем этот пункт и не будем говорить о нем, ведь с этим ничего не поделаешь. Нутриенты. Дефицит питательных веществ. Есть прямая взаимосвязь между дефицитом нутриентов и здоровьем иммунной системы и уязвимостью для вирусов. Но этому аспекту уделяется не так уж много внимания и не так много исследований, но они есть. Я дам ссылки в описании. К этому мы еще вернемся. Наследственность. Что ж, с генами особо ничего не сделаешь, но можно многое сделать с эпигенетикой, к которой относится ваша среда обитания, стресс, то, как вы питаетесь. Но вам даны определенные гены, так что мы не будем об этом говорить. Итак, 4. Здоровье иммунной системы. Если ваш иммунитет слаб, вы более уязвимы. С большей вероятностью подцепите вирус, и он нанесет больший урон. Микрофлора вашего пищеварительного тракта, а также окружающее ваше тело, существенно влияет на ваш иммунитет. Если вы принимаете антибиотики или создаете себе стерильные условия, вы очень усиливаете вероятность заполучить инфекцию. Антибиотики, стероиды, медикаменты, химиотерапия — все это подавляет иммунитет и ослабляет вас, так что вы не можете бороться с инфекциями. Также, если у вас есть какое-то хроническое заболевание, это делает вас уязвимыми для вирусов. 6. Стресс. Я уже немного об этом сказал. Стресс значительно повышает риск инфекций, в том числе вирусных. Я приведу данные в описании. Надпочечные железы главные в регуляции стресса. Если посмотреть на мышей, которым удалили надпочечники, у них полно проблем с иммунной системой, повышенный риск инфекций и вирусов. Еще есть состояние под названием болезнь Аддисона, при которой надпочечники отказывают и не функционируют, и приходится принимать гормоны. Как обнаружилось, при этой болезни отсутствуют клетки Т-киллеры. Что интересно, клетки Т-киллеры необходимы для защиты от вирусов. Также риск подцепить инфекцию значительно возрастает. Так что надпочечники играют важную роль. Но на нутриентах я бы хотел сосредоточиться, потому что на них можно повлиять. И можно повлиять на это и это с помощью вот этого. То есть можно укрепить иммунитет и ослабить хронические болезни и стресс нутриентами. При дефиците определенных нутриентов происходят две вещи. Первое — ослабление иммунитета. Дефицит ослабляет иммунитет. А также при дефиците нутриентов вирусы становятся сильнее. Есть интересное исследование, ссылка будет в описании, в котором показано, что вирусы более опасны для мышей, у которых был дефицит селена и витамина Е. Что довольно интересно, ведь логично подумать, что если лишить вирус нутриентов, то он ослабеет. Но нет, это не так. Активируется определенный ген, который делает вирус сильнее, подобно тому, как во время голодания организм становится сильнее, по крайней мере, временно. Ведь невозможно голодать слишком долго. И определенные вирусы могут становиться более опасными. Опасными значит способными инфицировать носителя. То есть, отбирая у вирусов питание, мы делаем их сильнее, а себя слабее. Где же справедливость? Перейдем к следующему разделу. Я хотел немного коснуться темы возраста. Если взглянуть на коэффициент смертности от коронавируса, то в этой возрастной группе от 80 лет и старше мы видим 14,8% смертельных исходов. Если взглянуть на возрастную группу от 70 лет, это 8%. От 60 значительно меньше. Смертность 3,6%. Если вам от 50, это всего лишь 1,3%. От 40 — 0,4. Это меньше половины процента. Вероятность умереть при заражении. Но посмотрите сюда, 30, 20, или если вы подросток, то вероятность 0,2%. Это предельно мало.
Очень важно это знать, потому что если почитать новости, они подают это так, словно все умрут. Это не так. Рассмотрим еще пару моментов. Вот этот вирус в сравнении с другими. 121 тысяча случаев заражения. Если посмотреть на процент смертности, это 3,9% в 113 странах. Если сравнивать его с Эболой, SARS или MERS, посмотрите, у Эболы целых 40% коэффициент смертности. У вируса SARS 9,6%. У вируса MERS 34,4%. То есть у коронавируса на самом деле самая низкая смертность, по крайней мере, среди этих четырех. Это любопытная информация, потому что иногда в новостях искажают факты, и кажется, будто все умрут, а между тем это вовсе не так. Это очень зависит от прочности иммунитета, от вашей способности сопротивляться вирусу. Поговорим о ключевых нутриентах, связанных с вирусами в целом. Первое. Витамин С. Это, пожалуй, самый важный из всех витаминов для борьбы с вирусами. Это хорошо известный противовирусный нутриент. Он сокращает длительность простуды, снижает риск определенных легочных инфекций. Он способен снизить общую уязвимость перед инфекциями, а также увеличить число белых кровяных телец. В Китае сейчас проводят исследования витамина С, в том самом городе, из которого изначально распространился коронавирус. Они вводят людям 24 тысячи миллиграммов витамина С внутривенно в течение 7 дней. Посмотрим, каковы будут результаты. Очень интересно. Вирусы в целом при заражении истощают наши запасы витамина С. Эта стратегия имеет смысл, ведь если снизить количество витамина С, белых кровяных телец тоже станет меньше. Витамин С имеет свойство повышать активность клеток Т-киллеров. Витамин С также необходим для выработки интерферона. А интерферон останавливает вирусы, убивая инфицированные клетки, клетки, пораженные вирусом, а также их близких соседей, чтобы уж точно избавиться от вирусов. Один из лучших способов получить витамин С — это пища. И без всяких сомнений, продукт, в котором больше всего витамина С — это квашеная капуста. Среднему человеку нужно от 70 до 90 миллиграммов витамина С в день. Некоторые типы квашеной капусты содержат до 700 миллиграммов на стакан. Очень хороший источник. Еще он есть в болгарском перце, в листовой зелени и многих других продуктах. Второе. Витамин Е очень важен для повышения сопротивляемости вирусам. Селен. Еще один очень важный микроэлемент. Цинк входит в состав более чем 200 ферментов, жизненно важен для иммунитета. И, конечно, витамин D. Вирусы имеют любопытную стратегию — подавлять рецепторы к витамину D. Потому что, видимо, каким-то образом они знают, что витамин D — один из ключевых модуляторов иммунитета и помогает им управлять. Это, вероятно, одна из причин, по которой люди подхватывают грипп зимой, больше, чем летом, потому что солнце дает витамин D. Что касается селена и цинка, их можно получить из рыбы и морепродуктов. Витамин Е содержится в овощах, орехах и семенах. Это было длинное видео, спасибо, что досмотрели. Если вы еще не смотрели мое видео о том, как укрепить иммунитет, я размещу его здесь. Посмотрите.